Здравствуйте, товарищи студенты! Меня зовут Денисов Егор, и сегодня мы познакомимся с азами пайки. Поехали! Пайка — это соединение деталей расплавленным металлом, называемым припоем. Температура плавления припоя ниже температуры плавления соединяемых материалов, поэтому во время пайки плавится только сам припой. В этом основное отличие пайки от сварки. Для того, чтобы спаять что-либо, необходимо три основные составляющие – источник тепла, припой, флюс. Поговорим подробнее про каждую составляющую. Самым простым источником тепла является паяльник. Существуют сетевые паяльники, как у нас в работе, а также портативные аккумуляторные и газовые паяльники. Паяльник для пайки электронных компонентов должен иметь регулировку температуры. Это позволяет прогревать место пайки до нужной температуры и при этом не перегреть паяемый компонент. Типичная температура паяльников 300-330 градусов Цельсия. Чтобы пайка была аккуратной, на жале паяльника не должно быть излишков припоя. Чтобы их убрать, можно воспользоваться смоченной в воде специальной губкой или металлической губкой. В современной электронике возможностей паяльника зачастую не хватает, поэтому также используются такие источники тепла, как термовоздушные или инфракрасные паяльные станции, различные печи, паяльные пинцеты. В качестве припоев используются сплавы олова и свинца. Иногда могут добавляться примеси серебра, меди и прочих металлов. В подавляющем большинстве случаев подходит припой ПОС-61, состоящий из 61% олова и 39% свинца. Трубка припоя может содержать внутри флюс, что очень удобно при ручной пайке. Для бытовой пайки можно порекомендовать припой ПОС-61 с канифолью диаметром 0,5 мм. Флюс необходим для удаления оксидов во время пайки и увеличения смачиваемости поверхностей. Если во время пайки вместо ровных круглых капель получаются острые углы или припой не пристает к деталям, то это происходит из-за недостатка флюса. Флюсы можно разделить на активные и пассивные. Первые умеют растворять оксиды уже при комнатной температуре, вторые только при нагреве. Активными флюсами являются, например, различные кислоты. Пример пассивного флюса – это канифоль. Активные флюсы не используются в электронике, так как после окончания пайки остатки флюса продолжают растворять место пайки, и очень скоро такое соединение развалится. Однако для, например, пайки алюминия необходимо использовать специальные активные флюсы, потому что иначе спаять алюминий просто не получится. Мы будем использовать канифоль как самый распространенный вариант. Сейчас чаще используют гель-флюсы на основе различных действующих веществ. Несмотря на то, что флюсы используются пассивные, после пайки всегда рекомендуется удалять остатки флюса. Это продлит срок службы соединения, уберет паразитные сопротивления и емкости. Все вышесказанное в целом относится к ручной пайке, но типичное современное устройство, например, телефон, содержит очень большое количество компонентов, которые настолько мелкие, что их даже глазом сложно увидеть. Тут ручная пайка уже не поможет. Сложные платы появятся с использованием паяльных паст, трафаретных принтеров, плейсеров и конвейерных печей. Паяльная паста – это смесь мелких кусочков припоя и флюса. По трафарету она наносится на нужные площадки платы. Далее специальное устройство плейсер по компьютерной программе расставляет компоненты на нужные места. Затем плата прогоняется в конвейерные печи, где паяльная паста плавится и все компоненты оказываются припаяны.